Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой браслет в технике фриволите челноком. Я уже показывала эту схему выполнения иглой, и сегодня покажу ее же в выполнении челноком. Немного будет отличаться край браслета. Расскажу, почему я так сделала и как выполнить вот такой край. И, конечно же, покажу, как выполняю вот этот край. Для этой работы я взяла нитки Yarn Art Violet. Понадобится 2 челнока. Я уже эту работу выполнила, поэтому у меня нить между челноками разрезана. В начале работы она у меня была единая. То есть вот так это дело выглядело. 2 челнока соединены без разрыва между собой. На каждый челнок, на этот браслет мне нужно было намотать по 5,5 метров. Браслет в длину у меня получился примерно 13,5 сантиметров. Если у вас точно такой же размер, то вот это количество нити вам понадобится. Также мне понадобился крючок, ножницы. И в конце работы я заправляла нить в узелки при помощи иглы. Соответственно, мне понадобилась игла и нитевдеватель. Из фурнитуры я использовала замочек, 2 соединительных кольца. И чтобы их прикрепить, мне понадобились плоскогубцы. Этот мастер-класс рассчитан на людей, которые уже умеют плести основные элементы фриволите, то есть кольцо, дугу, пико и выполнять соединения. Если вы еще не знаете, как это делать, то я рекомендую вам сначала посмотреть мои уроки по основам. У меня есть бесплатные плейлисты на канале по фриволите иглой и по фриволите челноком. После того, как вы посмотрите эти уроки, закрепите эти элементы, вам уже будет легко выполнять все то, что я показываю в этом мастер-классе. Беру челнок 1 и выполняю кольцо. Челнок 2 просто откладываю в сторону. Пико делаю небольшое, 3-4 миллиметра. Закрываю кольцо. Теперь выполняем кольцо челноком номер 2. Первый челнок откладываем.
Сейчас будем выполнять дугу. Челнок 2 пойдет наверх. Челнок 1 будет в правой руке. Немного подтягиваем дугу. Сейчас нам нужно выполнить вновь кольцо и еще одно кольцо. Первое кольцо, которое мы будем выполнять челноком 1. И это кольцо будет расположено вот здесь. Его мы будем соединять вот с этим пико. Работу располагаем вот таким образом. Челнок 2 откладываем в сторону. Выполняем соединение. Работу переворачиваем. Вот таким образом она у нас должна быть расположена. Челнок 1 убираем в сторону. Челноком 2 выполняем кольцо. Это кольцо мы ни с чем не соединяем. Работу переворачиваем.
Челнок 1 пойдет наверх. Челнок 2 будет в правой руке. Будем повторять рисунок. Сейчас будем выполнять вот эту дугу. Только будет она у нас расположена уже вот так. Получился промежуток между кольцом и дугой. Хочу это исправить. Вот так лучше. Переворачиваем работу и будем повторять рисунок. В принципе, уже весь рисунок понятен, я думаю. Таким образом мы будем идти до конца. Сейчас мы выполним кольцо вот здесь и соединим его вот с этим пико. Второе кольцо будет вот здесь, и оно ни с чем не будет соединяться. Как понять, какой челнок использовать? Смотрите, вот эта ниточка, она идет в дуге. Она получается сверху, ближе вот к этому кольцу. Это челнок 2. Соответственно, вот здесь кольцо мы будем выполнять челноком 2. Ниточка, которая идет вниз, ей мы выполняли узелки от челнока 1. Соответственно, этот челнок будет для кольца, которое расположено внизу. Сейчас я еще раз покажу вам, как я это буду делать. И далее уже буду выполнять сама до нужной мне длины. Итак, челнок номер 2 для кольца сверху с соединением вот к этому пико. Переворачиваем работу. Используем челнок 1. Выполняем кольцо. Выполняем кольцо, которое не надо ни с чем соединять.
Теперь нужно выполнять дугу. Работу нужно перевернуть. Челнок 2 пойдет наверх, а челнок 1 будет в правой руке. Дуга будет расположена вот так. Как понять в дуге, какой челнок использовать? Смотрите, у нас каждая последующая дуга меняет свое расположение. То есть это смотрела наверх, это смотрит вниз, это должна смотреть наверх. Соответственно, мы смотрим. Вот у нас ниточка, которая идет наверх, и она же будет наверху. А вот ниточка, которая расположена ниже, она будет в правой руке. Итак, выполняем дугу, затем опять повторяем 2 кольца, дуга, 2 кольца. И таким образом идем до нужной нам длины. Я выполнила нужную мне длину. Обратите внимание, что вы должны закончить работу симметрично началу. То есть здесь у нас 2 кольца расположены вот под таким наклоном. Здесь у нас 2 кольца расположены под симметричным наклоном. Я покажу, как я выполняла поворот на вот этом браслете, потому что здесь я буду выполнять поворот по-другому. Сейчас объясню почему. Итак, смотрите. Вот здесь сначала 2 кольца. И вот с этой стороны 2 кольца, то, как мы сейчас остановились. Если вы видите, что у вас по длине вашего браслета помещается вот здесь еще одно кольцо, вот оно, и сначала тоже еще одно кольцо, то вы можете выполнять вот такой поворот. У меня же не помещается. Видите, у меня получилось уже почти та самая длина, которая мне нужна. Если бы я сделала вот минус 1 раппорт, у меня бы получилось слишком коротко. Поэтому я буду немножко по-другому делать. Итак, если у вас все помещается, смотрите, что вы делаете дальше. Вы делаете дугу, такую же, как и предыдущие. Еще одно кольцо, соединяя его с предыдущим. Затем вы делаете маленькую дугу из 6 узелков и выполняете соединение с пико, которое с правой стороны. То есть у вас оно на этом кольце уже будет одно пико вы соединили вот здесь, и здесь останется еще одно. Вот с ним выполняете соединение. Затем делаете еще одну дугу из 6 узелков, кольцо, соединяя кольцо вот с этим. А далее полностью повторяется мотив, который мы выполняли только что. Придя вот сюда к концу, вы выполняете такие же симметричные вот этому краю элементы. То есть у вас будет заканчиваться здесь на дуге. Вы выполняете еще одно кольцо, маленькие 2 дуги, кольцо и последний элемент в браслете, дуга, и выполняете соединение с началом. Здесь же у меня будет по-другому. Сейчас буду показывать. Я буду выполнять дугу, но не такую, как вот эту, а короче. И она у меня пойдет вот к этому пико. Челнок, который у меня сверху, это первый челнок, идет наверх, в правую руку, второй челнок. Прохожу крючком через пико, вытягиваю нить от челнока, который был в правой руке.
Разворачиваю работу вот таким образом. Дуга, которую мы только что выполнили снизу. Челнок 2. Начинаю им выполнять кольцо. Вот в таком положении у нас работа. Мы ее снимаем с левой руки и кладем по-другому. Переворачиваем так, чтобы дуга была внизу. И разворачиваем вот так, чтобы сплетенная работа была справа. Надеваем на левую руку. Получается, набранные узелки у нас уходят вниз. Теперь челноком 1 будем выполнять узелки в обратном порядке и не переворачивая. Что это означает? Сейчас мы делаем не первую половину узла, мы делаем вторую половину узла. И левой рукой мы не ослабляем нить. То есть мы не делаем вот это вот движение наше. Нить остается в натяжении. Вот таким образом узел не переворачивается. Теперь выполняем первую половину узла. Тоже не переворачиваем. Это мы выполнили 1 узел. Еще нам нужно выполнить 5. Так, что я сейчас сделала не то. Второй узел. Первый. Второй узел. Первый. Раз, два, три. Нам надо 1, 2, 3, 4, 5. Еще 2. Второй. Первый. Второй. Первый. Возвращаемся к челноку, с которого мы начинали. Затягиваем получившееся кольцо. Мы выполнили комбинированное кольцо. Сейчас будем выполнять вот эту дугу. Челнок 1 пойдет наверх. Челнок 2 будет в правой руке. Теперь челноком 2 выполняем вот это кольцо. Нам нужно будет выполнить соединение вот с этим местом. Работу переворачиваем.
проходим вот здесь у основания кольца. Не очень это удобно делать, но надо постараться. Вот такая штука должна получиться. Теперь выполняем соединение вот с этим пико. Обязательно проверяйте, чтобы нить от челнока в правой руке двигалась, иначе кольцо не закроется. Вот такой поворот получился. Сейчас будем идти в обратную сторону. Должны мы выполнить второе кольцо. Выполнять мы его будем челноком 1. Этот челнок находится, ниточка, вернее, от этого челнока находится сверху. Выполняем дугу и будем соединять ее вот с этим пико.
Вот таким образом будет работа расположена. Берем ниточку, которая сверху. У меня это челнок 2, пойдет наверх. Челнок 1 будет в правой руке. Выполняем соединение. Выполню кольцо, соединю его вот с этим кольцом. Теперь вторым челноком выполняем кольцо. И будем соединять это кольцо вот с этим кольцом.
Теперь нам нужно выполнить дугу. Вот такую. Как только вы поймете рисунок, сразу будет гораздо легче выполнять эту работу. Вы можете либо нарисовать этот рисунок, чтобы прослеживать, где вы, в каком моменте и какой следующий элемент выполнять. Либо вы можете приобрести уже схему готовую, которую я отрисовала, где я прописала все шаги. Сейчас переходим к выполнению кольца. Вот здесь оно будет. И нужно будет выполнять соединение вот с этими двумя пико. Использую для этого челнок номер 2. Сначала выполняю соединение с кольцом в этом же ряду, которое мы выполнили, которое мы недавно выполнили. Теперь выполняю соединение с кольцом с предыдущего ряда. Теперь выполняем кольцо вот здесь. Оно не будет соединяться ни с чем. Пока. Далее, конечно же, мы выполним еще элементы, и уже будет соединение и с этим кольцом.
повторяем элементы, которые мы уже выполняли в этом ряду. Дугу соединяем вот здесь. Далее 2 кольца. Опять дугу, 2 кольца. И таким образом идем до соединения вот с этим кольцом. Я выполнила последнее кольцо, соединила его самым первым кольцом. И сейчас мне нужно оформить вот такой же край с этой стороны. Выполняю дугу. Верхняя ниточка на левую руку, нижняя ниточка в правой руке. Сейчас будем выполнять кольцо. Выполнять я его буду челноком номер 2. Разворачиваем работу. Сначала вот так, а теперь вот так. Берем челнок 1. Выполняем узелки в обратном порядке, не переворачивая. Сначала вторая половина узла, первая, вторая, первая. Закрываем кольцо, тянем за челнок, которым начинали это кольцо. Когда мы выполняли вот эту сторону, мы
шли в другом порядке. У нас не было вот этого кольца. То есть мы выполнили дугу, потом кольцо и выполняли следующую дугу. И только затем выполнили кольцо и его присоединили вот сюда. Здесь же у нас получается, что если мы сейчас выполним дугу, она будет последняя. Вот это кольцо, оно будет не соединено вот с этим кольцом. Поэтому мы их соединим сейчас. Проходим крючком через пико, вытягиваем ниточку от челнока 2. И завершаем наш браслет последним элементом, это дуга. Выполним 7 узелков, потому что у нас в начале уже есть соединение. Оно тоже дает определенную длину этой дуги, а соответственно 8-й узелок не будем выполнять. Далее я отрежу ниточки. Соединение последнее буду выполнять иглой, потому что иглу я все равно буду использовать для того, чтобы заправлять кончики. Заправляю ведущую нить, ей прохожу через основание первых колец, выполняю узелок, и теперь прячу эту ниточку в узелках. Таким же образом прячу вторую ниточку. Осталось присоединить замочек. Вот и все, браслет готов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, буду рада видеть ваши лайки и комментарии. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!